Итак, по многочисленным просьбам всех страждущих и страдающих, у нас сегодня практический семинар «Сборка аватара в домашних условиях. Инструкция не для слабонервных». Шаг первый. Жизнь на минном поле. Забудьте про свое счастливое детство с бабушкиными пирожками. Ваша стартовая точка – это ваш личный ад. Унижение, побои, одиночество, ощущение, что вы – это ошибка природы. И это вовсе не какая-то там детская травма, это бонус-пак. Бонус-пак для будущего Бога. Ваша задача – выйти оттуда не сломленным психом, а сжатым как пружина и холодным, как лезвие бритвы. Внутри вас должна закипеть не нытье, а тихая и ледяная ярость на весь тот мир, который вас окружает. И это ваш первый, самый мощный источник силы и энергии. Берегите его, он вам пригодится. Если ваше детство было не таким, то не огорчайтесь. Как говаривал в свое время Дон Хуан, встретив в своей жизни тирана для воина – это великая удача. И если тирана в вашей жизни нет, то воин бросает все и отправляется на его поиски. И если вам в детстве не повезло пройти краш-тест, то можно накосячить прямо сегодня или прямо сейчас и отправиться в тюрьму. Или на войну. На тренировку, так сказать. И поверьте, будет все то же самое. А теперь разбор полетов для тех, кто в танке. Первое, что вам нужно, это не борода и властный взгляд, а честный разбор своей собственной психики. Вы не один. Вас живет внутренний ребенок, тот самый, который обижен, напуган и хочет любви. Внутри вас есть воин-тень, который появился, чтобы этого ребенка защищать. Он зол, он агрессивен, он яростный, он жесток и считает, что в этой жизни прав тот, у кого кулаки больше. А следующий персонаж внутри вас – это умный эгоист, который все это анализирует и ищет. Ищет, как использовать это все в своих собственных интересах. Не забывайте, кстати, и о романтике, который все еще верит в сказки. Ну и еще там с десяток различных ролей. Ваша задача не подавлять их, а познакомить их друг с другом и назначить кого-то из них главным. Кто будет, так сказать, у руля? Пацан с обидой, который вечно ноет, или тот, кто видит всю эту картину окружающего вас мира и своих собственных масок целиком? Вам нужно стать режиссером своего внутреннего театра. И пока вы не управляете этим зоопарком, вы не управляете в своей жизни абсолютно ничем. И что же вы получите в итоге? А вы получите суровый взгляд, недоверие к людям и умение выживать. Выживать в любых условиях и невероятнейшую мотивацию доказать всем, что все они ошибаются. Потому что самое лучшее топливо – это ваша собственная боль и страх. Страхи, которые вы должны победить внутри себя. Шаг второй. Стать ходячей свалкой знаний. Теперь впихиваем в свою черепушку абсолютно все. Библию, Коран, Бхагавад-гиту, Кастанеду, учебник по квантовой физике, труды Сталина и Ленина, мануал по сборке Икея и все, до чего вы сможете только дотянуться. Читайте. Читайте, пока ваши глаза не потекут.
А потом самое важное. Забудьте все. Не зазубривайте, а переваривайте. Вы ищете вовсе не какие-то там знания. Вы ищете единый принцип, который скрыт за всеми текстами. Сидеть и перечитывать одно пророчество – это уровень фанатика. Создателю нужен синтез. Ваш мозг должен стать тем местом, где мирно уживается на одной полке Бхагавад-гита и эзотерика, Евангелие и квантовая физика, суфийские притчи и учебник по психологии, философия стоиков и современная социология, труды Ленина и политэкономика. И все это вам нужно. Нужно не для того, чтобы всем этим хвастаться или же поклоняться, а чтобы понять. Все эти книги говорят об одном и том же, но на разных языках и разными словами. Вы ищете не различия, вы ищете единый закон, который скрыт за всеми этими текстами. И это ваше будущее. Ваше будущее священное писание. Не догма, не инструкция, а книжка по эксплуатации этой реальности. Шаг 3. География подвига. Пророчества твердят: родился там-то и там-то, в таком-то месте. И вы все думаете, что это GPS-координаты. Но нет, это координаты смысла. Родиться нужно просто в месте максимального отвержения и боли. И окружающей вас тьмы. Ваша каторга – это ваша личная травма. Ваше самое больное и постыдное место, которое вы прячете. И именно там скрыта вся ваша сила. Не ищите место на карте, там, где он родился. Найдите свою собственную внутреннюю каторгу и примите ее. И вы родитесь в нужном месте, в нужной точке вселенского сценария. Ведь ваше место рождения – это вовсе не какой-то там город, а ваш самый главный жизненный урок. Шаг 4. Куй железо, пока горячо. Аватар. Аватар – это вовсе не диванный философ. Он – это воин, он – это кшатрий и брахман в одном лице, но его оружие вовсе не меч, а железная воля. Он тренируется как мышца. Холодный душ, ранний подъем, доведение дел до конца вопреки собственной пассивности и лени. Энергия, йога, цигун, пранаямы. И это все не для гибкости, а для управления своей внутренней батареей. Без энергии все знания – это просто мертвый груз. Осознанность. Медитация – это не то, чтобы ни о чем не думать, а это тихий штаб. Это как тихая комната, откуда вы наблюдаете за своими мыслями, эмоциями и всеми своими масками, не становясь их заложником. Физические навыки. Под физические навыки подойдет любой спорт. Любые боевые искусства. Айкидо, бокс, джиу-джитсу, самбо. И ваша цель это не драться, а обрести бесстрашие, контроль над своим собственным телом и понимание. Понимание, что конфликт – это тоже энергия, которым, кстати, можно управлять. И
Итог, кстати, всех этих этапов: вы превращаете свое тело и свою собственную психику из хлипкой конструкции в боевую машину. Настоящего монстра, способная выдержать давление миссии Аватара. Вы должны превратить свое тело в швейцарский нож. В швейцарский нож для выживания. Как говорится, какой смысл в знании вещей, которые вы реально в этой жизни никак не используете? Вы должны провести в своей жизни как минимум несколько сотен драк и боев. 1 на 1 против толпы, а лучше несколько тысяч раз с кем-нибудь подраться. И не в своей голове, а по-настоящему. И это вовсе никакая не шутка. Это техническая спецификация. Вас нужно научить всему. И именно поэтому вам нужно овладеть искусством войны. Кстати, не забудьте прочитать труды Чжуанцзы и Макиавелли. И вы должны научиться овладеть оружием, овладеть навыками тактической стрельбы и владеть ножом как профессионал. И нет ничего лучше, чем отрабатывать все эти навыки в условиях реальных боевых действий или спецопераций. Но вы меня поняли, да? Откуда появляются настоящие войны? Вам не нужно становиться чемпионом UFC. Или чемпионом мира по каким-то боевым искусствам. Но все же это, кстати, приветствуется. Вам нужно знать боль. Вам нужно знать свою собственную боль, как свою собственную любимую женщину. Вам нужно чувствовать страх. Страх до того момента, как он в вас появится. Вы должны освоить хотя бы одно боевое искусство. Ну, а лучше, конечно же, все сразу. И не просто как-то там-то, а до уровня мышечной памяти. Вы спросите меня, зачем? Чтобы понять одну простую вещь. Ваше тело – это вовсе не вы, а ваш самый послушный и хрупкий, и в то же время самый смертельно опасный инструмент для всех окружающих вас людей. И вы должны стать монстром. И уметь убивать голыми руками, а не только обладать навыками стрельбы практически из всех видов оружия. И вы при всем при этом должны выбрать. Выбрать никогда этого не делать. Вот и в этом весь парадокс. И вся суть истинной силы воина. И, кстати, брахмана в одном лице. И на закусочку. Бонус-трек, так сказать. Прыжки с 5-го этажа. И вовсе, кстати, не метафорически. И желательно не один раз. Практики смерти, гипоксия головного мозга, закапывание под землю, ну хотя бы на пару недель, голодовки. Ходить вовсе не по углям, а залазить прям в костер своими руками и ногами. Сжечь, так сказать, в огне свои ноги и руки и понять, какая в этом мире есть самая сильная боль. И вы должны переступить через все это. И не из какого-то там мазохизма, а это все стресс-тесты для вашего собственного сознания, чтобы в конце концов понять, где кончается ваше «я» и начинается ваше «не я».
где кончается ваш страх смерти и начинается дикое любопытство. А что же там за дверью? Что же вы приобретете в итоге? А в итоге вы приобретете одну простую вещь. В этом мире не останется абсолютно ничего, что будет способно вас напугать или причинить вам невыносимую боль. Потому что в вашей жизни больше не останется ничего, кроме смеха. И вы больше не человек. И даже не бесчувственный бультерьер. Вы это нечто, которое больше ничем не удивить. А любой ад, любая боль, любой страх, да и даже кипящие котлы со смолой в аду, для вас это просто очередная тренировка. Шаг 5. Квест под названием «Путь воина». Теория без практики, дорогие мои ребята, она мертва. И пора выходить в поле. Ваша жизнь это и есть ваш собственный полигон. Используйте сталкинг. Наблюдайте за собой в своих бытовых ситуациях и условиях, в очереди, в конфликте, в метро, в маршрутке, на работе. Везде наблюдайте за собой. Кто из ваших масок сейчас действует? Кто говорит? Кто думает, кто что чувствует и что ощущает. И что, собственно говоря, с вами вообще происходит в каждое мгновение вашего времени. И можно ли при всем при этом переключиться с одной эмоции на другую? Применяйте принцип. Смерть всегда стоит за вашим левым плечом. И всегда у ней спрашиваете, а что же мне выбрать, если это мое последнее мгновение в этой жизни? В общем, практикуйте контролируемую глупость. Сделайте что-то маленькое, но при этом социально неудобное. Вежливо откажитесь от навязанной вам услуги. Спойте во весь голос где-нибудь в церкви, в каком-нибудь храме или прямо на улице, на площади. И при этом наблюдайте, в каком месте вам неудобно или страшно. И это вовсе никакая не аскеза, а это истинная тренировка. И вы будете учиться. Будете учиться быть гибким, бесстрашным, эффективным в самой гуще событий вашей собственной жизни. Что же вы должны сделать? Вы должны примерить все социальные маски, которые существуют в этом мире. И при этом умудриться не потерять свое собственное лицо. Социализация – это ваша главная задача, которую вы должны прожить на своей собственной шкуре. Маска нищего, настоящего нищего, а не по духовному выбору. И, конечно же, мой милый друг, я не оставлю тебя без подсказок. Что ты, в общем, должен сделать? Ты должен уехать в абсолютно любой город, незнакомый тебе, далеко от своего дома, от своих родственников. И, кстати, оставь телефон дома, без документов, без денег. И твоя задача – это не просто выжить. Твоя задача –
приспособиться к внешней окружающей среде. Ты должен найти крышу над головой. Без помощи мамы, папы, друзей, родственников и родителей. Ты должен научиться применять все свои навыки и таланты. Заработать денег, в конце концов, хотя бы на жизнь, на свое собственное пропитание. Но если не можешь ничего, тогда иди в церковь. Иди в церковь и стань монахом. Или иди к кришнаитам. Поверь, в каждом городе есть своя секта, и тебя обязательно примут. Потому что рабочие руки нужны везде. Ну, а если совсем тебе что-то непонятно, что делать и как выживать, тогда читай рекламу на остановках и на телеграфных столбах. Там есть и жилье, и работа. Все для тех, кто потерял свои документы. К чему это приведет? А это приведет к тому, что где бы ты ни оказался, мой дорогой друг, ты всегда выживешь в любых условиях. Следующая маска, которую тебе придется освоить, о мой будущий аватар, это маска управленца. Твоя задача, мой милый друг, это абсолютно без денег открыть какой-нибудь бизнес. И это может быть все, что угодно. Это может быть ИП, общественная организация. Тебе нужно будет где-то раздобыть денег, найти помещение, взять его в аренду или купить, в конце концов, и определиться с товаром и услугой, которой ты будешь торговать. Нанять персонал и поиграть в настоящего начальника для закрепления опыта, так сказать. И, кстати, рекомендую открывать разные фирмы в разных сферах жизнедеятельности человека. Как это сделать? Как это сделать, объяснять сегодня не буду, потому что это целая отдельная тема для разговора. Могу только сказать, что только после этого ты поймешь. Ты поймешь, как управлять людьми и ставить перед ними задачи, в то время как не все из них очень умные и хотят работать. В общем, мой дорогой будущий аватар, заработай себе денег на жизнь, чтоб ни в чем не нуждаться. Потому что все мы знаем, кстати, из пророчеств, что аватар Калки будет скакать на своем белом коне по всему миру. По городам, так сказать. При этом нигде надолго не задерживаясь. И как ты понимаешь, тебе на это 100% понадобится бабло. Также тебе, кстати, придется освоить маски преступника, ну, хотя бы в своих собственных фантазиях, но лучше все-таки в пограничных поступках. Маску военного, посидеть, так сказать, в окопе, чтобы пули свистели над головой. Надеть на себя маску учителя, собрать вокруг себя секту страждущих. В общем, кого-то реально чему-то научить. Ну и в конце концов, тебе придется одеть маску изгоя, который чужой, всегда чужой среди своих. И чужой среди чужих. Твоим критерием успеха в каждой роли ты должен быть в состоянии внутреннего комфорта. И тебе должно быть тошно. Тошно одновременно от всех этих масок. Потому что ты внутренне всегда будешь чувствовать, что это не твое. Ты должен увидеть иллюзорность всех социальных игр. А потом
Потом снять все эти маски и обнаружить, что под ними ничего нет, кроме пустоты и тишина. И это твоя настоящая сила. Из этой пустоты ты сможешь надеть на себя любую нужную тебе маску, не привязываясь к ней. Шаг 6. Не религия, а операционная система. Когда ты пройдешь весь этот путь, у тебя появится чем поделиться. Чем поделиться с другими людьми. Но я прошу тебя, о мой любимый будущий грядущий царь, не создавай еще одну религию с догмами и с гуру. Гуру Сатчитананда. Создавай ОС, операционную систему для сознания, в которой будут четкие принципы, практики, планы, действия. И пусть эта религия будет не про то, во что нужно верить, а про то, что нужно делать, чтобы быть настоящим, порядочным человеком. Создай, так сказать, пошаговую инструкцию для других. И пусть в ней будет главный принцип, содержащий в себе инструмент для собственного уничтожения, чтобы фанаты не превратили его в новую тюрьму для своего собственного ума, а тебя не повесили в рамки на стену, словно икону. Шаг 7. Запуск ракеты. Запуск ракеты в небо. Архитектор, который ничего не строит, это просто фантазер. Это просто мечтатель. И тебе, мой милый друг, пора действовать. Но не с воплем «Я грядущий царь! Я мессия!» Начни с малого. Помоги тому, кто рядом. Не для похвалы, а потому что можешь это сделать. Создай что-то полезное и выложи это в доступ. В общий доступ. Статью, методику, видео, все что угодно. И самое главное, говори всегда правду, на которую другие закрывают глаза. Но не делай это с обвинениями, а делай это с ясностью хирурга. Вскрывай, так сказать, их опухоли. Потому что действие – это и есть настоящая молитва каждого воина, где каждый поступок соответствует твоему внутреннему закону, который, кстати, и притягивает к себе энергию архетипа, как магнит. И вот мы, наконец, подошли к самому главному в нашей инструкции, как в домашних условиях собрать из себя аватара. Шаг 8. Пасьянс Медичи или активация кода. Вот он, финальный уровень. Ты изучил теорию, все пророчества, все предсказания, прокачал своего собственного персонажа, себя, создал гильдию, свое собственное учение, и теперь пора осуществить магию намерения. По легенде, был такой мистик Джон Ди и Эдвард Келли. С помощью пасьянса Медичи, системы символов и чисел, они вызывали ангелов, чтобы те рассказали им, как изменить этот мир. И твой пасьянс – это твои собственные шаги.
Шаги по жизни, которые ты собираешь в единую систему своего собственного намерения, делая из себя сосуд для кого хочешь. Хочешь? Для архангела Михаила. И теперь ты берешь себе имя, архетип, ну, например, аватар Калки, восстановитель порядка. Ты берешь себе место, как символ, место своей собственной каторги, преображенную в твою внутреннюю силу. Ты берешь мессию, свое собственное учение, которое где-то там у тебя уже записано, как твой личный закон, закон Бога. И собираешь все это воедино. Не в мыслях, а в едином акте безжалостного, бесстрашного действия, которое соответствует всем пунктам всех пророчеств, всех религий этого мира. И в этот момент, именно в этот момент произойдет коллапс волновой функции. Суперпозиция кто-то, когда-то, может быть, исчезнет. И останется только один четко обозначенный вариант. Ты здесь? Прямо сейчас. Ты не узнаешь, что ты – это аватар. Ты просто совершаешь поступок, который может совершить не кто-то, а только он. И реальность, захлебнувшись от такой наглости, вынуждена будет признать. Да, окей. Агент 007. Загружена новая роль. Игрок, ваше имя теперь отображается как аватар Калки. И ты исчезнешь. И исчезнешь навсегда. И это окончательная и бесповоротная смерть твоей личности. Но, возможно, ты об этом никогда не узнаешь. В общем, ребята, а теперь по-серьезному. Все это не про то, чтобы вознестись на трон, и чтобы вам кланялись и падали перед вами на колени. Это про ответственность. Ответственность за свою собственную жизнь, за свой собственный кусок реальности, за тех, кто находится рядом с вами. Пророчество. Пророчество – это не лотерейный билет, а техническое задание. Техническое задание от самых лучших умов человечества самому себе. Ведь в каждом поколении есть те, кто читают этот тизер, читают и говорят: так, я беру этот квест себе. И их имена мы знаем. Иисус, Кришна, Рама, Арджуна, Ошо, Гурджиев и многие другие хроники мировой саньясы. Поэтому, дорогие мои грядущие цари, перестаньте мнить себя аватаром, а все страждущие, перестаньте его искать. Собирайте его в себе. Собирайте его в себе по деталькам. Сначала будет страшно,
больно, а потом будет смешно. Потом будет смешно, привычно и обыденно, потому что это станет вашей собственной жизнью. И однажды вы посмотрите в зеркало и не увидите там обиженного, брызгающего слюной и соплями ребенка. Вы не увидите там злого, яростного, агрессивного воина или учителя и философа. Вы увидите там пустоту, из которой весь этот цирк возникает. И это будет самый веселый момент в вашей жизни. Потому что вы поймете, что вы всегда были им. И все, что вам нужно, это просто перестать притворяться, что это не так. Потому что в сердце каждого из нас, абсолютно каждого, находится все. И все это Бог. Поэтому, дорогие мои, танцуйте. Танцуйте, как настоящий воин перед лицом смерти. Танцуйте свою жизнь как танец. Потому что танец – это, кстати, очень хорошая практика. Всем рекомендую. И всем удачи.